Короче говоря, Фаро – испанский штурмовик, и говорить будем только о нем. Насколько я знаю испанский язык, а я думаю, вы догадываетесь, что я его не знаю, Фаро переводится как «фонарь» или «маяк». Не будем тратить время на биографию оперативника, кому надо, сами почитайте. Пожалуй, начнем с физических данных. Здоровье относительно небольшое, броня типична для своего класса, мобильность ниже среднего. Эти параметры точно такие же, как у Рейна, но с той лишь разницей, что прокачанный немец расходует выносливость несколько меньше. Можно частично компенсировать особой чертой, которая открывается на 15 уровне. После перепрыгивания преграды Фаро получает увеличение скорости передвижения на несколько секунд. Не работает разве что на запрыгивание на любой предмет. Испанец вооружен автоматической винтовкой G36A1, разовый урон в тело ниже среднего, а вот попадание в голову показывает неплохой результат среди штурмовых винтовок. Бронепробиваемость типична для подобного оружия. Скорострельность показывает среднее значение, ограничивая до 564 выстрелов в минуту. Исходя из ранее сказанного, данная винтовка выдает до 266 единиц урона в секунду. Это примерно средний показатель и в теории означает, что Фаро будет проигрывать в ближнем бою. Лупить штурмовика будут все, кому не лень, из пистолет-пулеметов и скорострельных винтовок. По мере прокачки для винтовки открывается приклад, подствольный гранатомет, лазерный целеуказатель и оптический прицел. Кстати, в качестве стандартного прицела выступает интегрированная оптика. Несмотря на малый диаметр объектива и толстую раму, вести огонь намного удобнее, нежели иметь дело с механическим прицелом. В качестве спецсредства выступает подствольный гранатомет с миной-липучкой. Это уникальная штука, позволяющая быстро заминировать местность в радиусе прямого выстрела на любую плоскость, не покидая позицию. Можно даже прикрепить к любому субъекту. Бедный противник взорвется, как только активируется заряд, и в случае с союзником становится в прямом смысле ходячей бомбой. Так что, играя против Фаро, надо учитывать подобные трюки. Урон от взрыва идентичен гранате РГД-5 рекрута-снайпера, недостаточно мощный, чтобы вывести из строя противника при полном здоровье с наличием брони. Радиус поражения относительно маленький среди взрывных устройств. И, наконец, способность, представляющая в виде отдельного подствольного гранатомета. Раз он стреляет сигнальными ракетами, было бы эстетично заменить на сигнальный пистолет. Принцип работы точно такой же, как у настоящей ракетницы. Пролетев несколько метров, выстрел зажигается и со временем теряет высоту, если выстрел был произведен вверх. Противник, попавший в радиус действия, подсвечивается, и за каждую отмеченную цель Фаро получает по 10% гашения урона от выстрела и взрыва в течение активации способности. В сумме можно набрать до 28%, то есть достаточно засветить 3 противников, чтобы получить максимальный баф. За каждого убитого противника с меткой штурмовик 7 уровня восстанавливает 10 очков брони. Можно поджечь противника, выстрелив из сигнальной ракеты вблизи. Обратите внимание, что выстрел не уничтожается огнестрельным оружием или взрывом. Итак, подведем промежуточный итог. Фаро чем-то похож на Рейна по физическим данным и первичным оружием, однако есть некоторые отличия. Он немного проигрывает по выносливости, а его винтовка менее скорострельная, но бьет сильно по голове. Поэтому можно сделать вывод, что если немец — это чисто атакующий боец ближнего боя, то испанец, скорее всего, боец дистанционного плана. Он комфортно чувствует себя на средней дистанции и лучше держаться подальше от замкнутых пространств. В плане ПВЕ Фаро хорош. Чем больше ботов противников, тем легче раскрывает свой боевой потенциал, используя средства и возможности, в которых в него заложены. В PvP теоретически играбелен. Мне не удалось опробовать испанца в какой-либо режиме против игроков, но исходя из параметров, он вполне годен в первую очередь в режиме фронт. Подойдут для тех игроков, кто предпочитает размеренный геймплей и позиционную игру, отвлекая на себя внимание отряда противника, пока союзники пытаются совершить активные маневры.